Всем огромнейший привет! Можно ли осматривать маточник в первые дни после окрола и трогать новорожденных крольчат руками? Можно и даже нужно. Многие со мной не согласятся и скажут: да ты что такое говоришь? Если ты их будешь трогать руками, самка их может съесть, она их может раскидать, она их может затоптать, в общем, сделать ужасные вещи с крольчатами. Но, открою вам маленькую тайну, все эти вещи она может сделать даже без вашего вмешательства, даже если вы не будете трогать крольчат руками. У меня было несколько таких примеров. У меня окролилась самка, сделала гнездо, все было круто, все было супер. На следующий день прихожу, после окрола прихожу, пол гнезда разбросано. Естественно, я их убираю, часть остается живыми. Еще через день, на следующий день точнее, я прихожу, и остатки также раскиданы. Хотя я пальцем не трогал этих крольчат. Другая самка отказалась кормить своих крольчат. Хотя я их тоже пальцем не трогал, но тем не менее принесла, сказала: не буду кормить, делайте с ними что хотите. Ну и мне пришлось раскидывать этих крольчат другим самкам. На самом деле, если бы каждый раз, когда я трогал и осматривал гнезда и трогал руками новорожденных крольчат, мои бы самки затаптывали, съедали, в общем, делали ужасные вещи с крольчатами, то у меня бы вообще в принципе кроликов не было. Подтверждение моих слов можете посмотреть мои видео, в которых я трогаю этих новорожденных крольчат, в которых я осматриваю гнезда. И впоследствии все эти крольчата вырастают, с ними все хорошо. Зачем я это делаю? Зачем я осматриваю гнезда? Зачем я трогаю руками этих крольчат? Во-первых, я должен знать, какое количество крольчат мне принесла моя самка. К примеру, самка принесла мне 10 крольчат. Я знаю, что она, не вытянет она этих 10 крольчат. Естественно, я оставляю ей определенное количество, к примеру, 6. Остальных 4 я убираю другим самкам. Если бы я не осмотрел гнездо и не знал, какое количество крольчат у меня в гнезде, самка, опять же, к примеру, она кормит 6, соответственно, другие 4 крольчонка, они обречены на гибель. И потом, если дело происходит в теплое время суток, либо в теплом помещении, эти 4 погибшие крольчонка со временем от этих крольчат, в маточнике может появиться крайне неприятный запах, который впоследствии может спровоцировать самку на нехорошие действия по отношению к своим крольчатам. Во-вторых, не всегда окролы проходят благополучно. Бывает так, что в маточнике много крови. Бывает, что послед остается в маточнике, самка его не съедает. И вот эта вся картина, она крайне неприятная. И я не знаю, как вот это все, да, кровь и послед может повлиять на самку, как она себя поведет. И чтобы мне не рисковать, чтобы не гадать, будет или не будет, я вот это все убираю. Я создаю комфортные условия и чистые условия для малышей и для самой самки. В-третьих, бывает так, что при кормлении не всегда крольчата оказываются в гнезде. Бывает какой-нибудь один крольчонок, такой живчик, он уползает куда-то в угол маточника. И при следующем кормлении самка кормит целенаправленно вот это вот гнездо. А вот этот маленький, который оказался в углу, он просто физически не успевает добраться до самки, и покормиться, да, так это назовем. Она убегает, и так происходит день-другой. Крольчонок остается постоянно голодный, а чтобы крольчонку обессилить, маленькому крольчонку, ему много времени не надо. Соответственно, вы этого не видите, вы же не смотрите маточник, мы же боимся этого делать. Крольчонок погибает, соответственно, опять же, мы этого не знаем. От крольчонка в маточнике опять может быть какой-нибудь неприятный запах. Ну и далее я уже об этом рассказал, что может произойти. Ну и в-четвертых, я должен знать, да, я вот осматриваю этих крольчат новорожденных, потому что я должен знать, кормят ли самка их равномерно или нет. Бывает так, что, вы видели, да, как происходят окролы, когда самка запрыгивает в гнездо, и крольчата на нее набрасываются. Там такая борьба идет, кто пинается, кто кусается, кто похитрее, посильнее, тот напивается больше молока. И, к примеру, из тех же 6, возьмем, к примеру, 6 крольчат, 4 наедаются молоком очень хорошо, а 2 мало, либо вообще остаются без молока.
И, соответственно, если мы не рассматриваем маточник, если мы не вытаскиваем крольчат, мы этого не видим. Проходит время, крольчонок недополучает питания, соответственно, он отстает в росте, но мы этого не видим. Если мы это вовремя замечаем, если мы осматриваем маточник, мы не боимся его осматривать, не боимся брать крольчат в руки, мы это замечаем, и мы можем его просто подкормить. Мы можем взять эту же самку, либо какую-нибудь другую самку, и индивидуально его дополнительно кормить, чтобы он не отставал от своих братьев и сестер. Но уж если вы прям так сильно напуганы, сильно боитесь осматривать маточник, трогать крольчат, но можете сделать, в принципе, вход в маточник закрытого типа. То есть пришли на осмотр, дали самке какую-нибудь вкусняшку, морковку, там еще что-нибудь, закрыли маточник и занимайтесь своими делами. Также можно натереть руки пухом из этого же гнезда, и все, и занимайтесь осмотрами. Самка там кушает, вы занимаетесь своими делами. Понятное дело, что не нужно ходить на осмотр крольчат, не нужно трогать их руками, когда от вас за километр пахнет бензином или машинным маслом. Вообще, когда идете на осмотр гнезда, когда хотите взять в руки маленьких этих крольчат, от вас не должно быть никаких резких запахов, которые могут спровоцировать самку на какие-нибудь нехорошие действия по отношению к своим крольчатам. Не бойтесь, смотрите гнезда, это в ваших же интересах. Берите их в ручки, и ничего вам за это не будет. На этом все, друзья. Всем удачных акролов. Пока-пока.